Всем привет, меня зовут Мэри, и сегодня я приготовила для вас что-то новое. Сегодня мы поговорим о 3 вещах в Китае, которые нас раздражают больше всего. И говорить буду не только я от своего лица, а также мои друзья, знакомые и просто иностранцы, которые живут здесь, в Китае. 3 вещи, которые меня раздражают в Китае больше всего. Первое — это то, что люди плюются. И однажды у меня был случай, то, что мы стояли в очередь на регистрацию в аэропорту, и на меня плюнул китаец. Он не совсем плюнул на меня, он плюнул на мой рюкзак, но он даже этого не заметил. И я не могла даже повернуться, потому что очередь была просто огромная. И да, к сожалению, мы с этим сталкиваемся. А второе, что меня раздражает, это, наверное, то, когда с тобой таксисты пытаются заговорить, либо взять с тебя больше денег, а ты такой тимбудон, а он такой нет, и продолжает с тобой разговаривать, поэтому меня это очень сильно раздражает. Но нормальный человек обычно, если он видит, что ты не говоришь на его языке, и ты выглядишь как иностранец, он просто не будет с тобой разговаривать. Но, по всей видимости, китайских водителей это очень забавляет, и они еще больше пытаются с тобой поговорить. И, пожалуй, 3-я вещь, которая меня раздражает больше всего, это, наверное, то, что у них нет чувства личного пространства. То есть, когда к тебе подходит китаец, и он хочет с тобой поговорить, например, в школе мы разговариваем с родителями, и вот к тебе подходит китаец, и он не будет стоять на расстоянии 1 метра, он будет смотреть прям тебе вот так вот в лицо и говорит: «А? Что?» Вот, к сожалению, да, эти 3 вещи меня очень сильно раздражают, а теперь давайте посмотрим, что же об этом говорят мои друзья и знакомые. Харчки на улице, острая еда и то, что на тебя пялится очень сильно. The way they eat noodles, it's really annoying. It's really loud. What else? When they spit on the floor, like right in front of you, and even if there's carpets. No, it's annoying. And the 3rd one, what they do with their babies. Sometimes they pick their babies and they put them like peeing on the shopping's garbage dumpsters. I don't. It's terrible, and that's. Первое — интернет, ужасный интернет, местами вообще прям невывозящий. Второе — насекомые. 3-е — земноводные. Земноводных не переношу. И один раз в Шанхае я шла мимо кафе, где как раз готовят всяких таких штук. И там были живые креветки, лягушки, змеи. И китаец берет, вот прям, он видит, что я так сторонюсь от этого всего. Он берет жирную жабу и прям тыкает мне в лицо и говорит: «Хаочида! Хаочида!» Намасте. Невоспитанные китайцы, которые плюют везде, могут курить в заведениях, делать все, что угодно. Так, топ-3. Дайте подумать. Я не очень люблю китайскую еду, и тут не очень много европейских ресторанов, и нужно выкручиваться. И 3-е. То, что тебя не понимают, они не владеют английским языком, и ты такой типа: «Hello, can I have something?» Они такие типа: «Шима, тимбудон». И ты такой: «Что происходит, чуваки? Как мне объясниться?» Вот. Большая проблема, потому что не знают английский язык, а ты не знаешь китайский. I think maybe the constant beeping of cars and bikes, because normally it's used for safety and to let people know in a dangerous situation, but even if there's like 10 feet of room, they'll still beep, just constantly beeping. That's really annoying. I think the lack of, say, if you're on the metro, the lack of self-awareness of people pushing in. It's just, they don't really care about anyone else's personal space and don't care about pushing people. I think maybe the lack of recycling, or there doesn't seem to be a motivation to recycle here.
I know there's some bins that have the option to recycle, but I always see people putting it in the wrong bins. At the workplace, there's no paper recycling, and maybe the constant spitting. You always hear walking down the street people spitting and coughing really loud down your throat. Yeah, it's not nice. То, что нету центрального отопления, но это не во всем Китае, но именно здесь. Потому что я люблю тепло, и зимой это капец как холодно, это жесть. Вторая вещь, которая меня раздражает, это сильные запахи, странные сильные запахи. Я очень чувствительна на эту тему, и ты идешь такой бам, какой-то непонятной штуковиной на тебя, и ты такой, блин, жесть. И третья вещь, это, наверное, что иногда хочется тишины в Китае, такого спокойствия, а людей здесь очень много, и особенно если ты в час пик где-то в метро, это просто какая-то нереальная штуковина, какое-то скопление всех людей в одной точке мира в этот момент, особенно в метро. Да, метро час пик в Шанхае, вот да, я вот это ненавижу. Я ненавижу, что они срут везде, никогда за собой не убирают. Это прямо, это отвратительно. То есть ты идешь по парку, и у меня, я не знаю, наверное, не у всех такое есть, но, короче, когда я вижу, вот, там они бросают или бутылки, то ли еще какое-нибудь говно, и они просто, мусорка вот буквально, вот тут, твою мать, 10 метров дойди, возьми тут говно, да убери. И нет, не могут, они просто бросают на пол, благо тут есть много у них армия уборщиков, которая за ними все это сметает. Вот, поэтому, но глаз все равно дергается, а осадочек остается. Вот, что меня еще бесит в Китае? Бесит в Китае сейчас отношение к лаоваям, сейчас что-то вот с вирусом поменялось, потому что, бывают очень прямо отвратительные ситуации, типа, начинают прессовать в Ханчжоу, например, не так далеко от нас. Много очень случаев, то есть человек пришел в зал потренироваться, да, то есть у него поплачен абонемент, его просто выгнали нахрен оттуда, потому что ты лаовай. Типа, не местный, поэтому иди домой. Всегда больше не приходи. А у него проплачено, короче. Там, понятное дело, что это все там через скандалы, через обращение в полицию и прочее, все это как-то получилось разрулить, но все равно вот такая тема. И вот очень раздражает, когда они говорят, когда не понимаешь, что ты не говоришь по-китайски, они такие начинают, тимбудон. И все, и так заливаться с этого, с того, что я не понимаю их язык. Третье, сложность третья. Да, в принципе, все, серьезно, у меня больше нет, ничего в голову не приходит. Недоверчивые китайцы, таксисты и все подсмотренности лаоваев. Я бы хотела поблагодарить ребят за их ответы. Ребятки, спасибо большое. Thanks a lot за то, что вы оказались неравнодушны. И исходя из ваших ответов, мы сделали несколько категорий. У нас получилось 6 категорий. Первая — это языковой барьер. Почти каждый из нас сталкивался с языковым барьером, потому что многие из нас не говорят на китайском, а китайцы не говорят на английском, поэтому надо выкручиваться. Второе — это поведение, об этом уже говорили ранее, это недоверительные отношения, это то, что они делают с детьми, то, что дети могут сходить в туалет где угодно, это то, как они едят лапшу и так далее. К сожалению, к счастью, точнее, это не все китайцы, многие китайцы, они довольно-таки образованные, они хорошо себя ведут, но время от времени нам приходится сталкиваться вот с этими неприятными вещами. Третье — это условия для жизни. Так как мы живем не на севере, у нас нет центрального отопления, и зимой отапливать приходится кондиционером. Это все равно не спасает, потому что здесь весьма холодно. И это что-то, что можно было бы изменить, а также интернет. К сожалению, интернет в Китае ужасный, просто во всем Китае. Четвертая категория — это окружающая среда, это то, что они начали сортировать мусор, но пока они делают это не очень успешно, но шаг за шагом мы видим, как они все больше и больше и больше пытаются что-то сделать, поэтому думаю, что через несколько лет такой проблемы уже не будет. Также запахи и шум, к сожалению, от запахов китайской еды, жареного тофу и вот этой вот всей ерунды ты никуда не убежишь. А шум, да, тоже от шума никуда не убежишь, вот они любят посигналить, и, к сожалению, да, с этим ничего не сделаешь. И насекомые земноводные, как в любой стране, они есть. Последняя, пятая категория — это китайская еда. В
принципе, китайская еда, она не такая ужасная, но ты ее либо любишь и ешь, либо ты ее вообще не ешь. Тут не так уж много ресторанов европейской кухни, но все-таки выкрутиться можно и найти можно. На самом деле в Китае все не так плохо, в Китае хороших вещей значительно больше, чем плохих, с которыми мы сталкиваемся. И то, с чем мы сталкивались, это было лишь время от времени, и я верю, что скоро многие из этих вещей прекратятся, и все будет прекрасно. Спасибо всем большое, пока!